Уважаемые коллеги, наша следующая лекция будет посвящена лечению синдрома обструктивного апноэ сна и, в частности, общепрофилактическим подходам, применению фармакологических средств и механических приспособлений. На следующем слайде вы можете видеть, что существует множество различных методов лечения храпа и апноэ сна. Причем нет одного какого-то универсального метода, потому что тактика лечения зависит от сочетания причин и степени тяжести болезни. А так как и причины разные, их порядка десятка, и степень тяжести различная, от неосложненного храпа до тяжелой формы апноэ сна, то, соответственно, и выбор метода или даже последовательности методов, он может быть очень разным. Но и этот блок будет посвящен, скажем, всем тем методам, кроме хирургических и кроме аппаратных, о которых мы поговорим далее. Ну вот, на слайде представлен перечень тех методик, которые мы применяли и применяем в санатории Барвиха. И можно посмотреть, что так или иначе это некое распределение. Здесь и общепрофилактические подходы, о которых мы поговорим, допустим, в частности, снижение массы тела. Это и СИПАП-терапия, о которой будет отдельная лекция, это неинвазивная вентиляция легких, вспомогательная положительным давлением. Те или иные хирургические методы лечения, применение внутриротовых устройств. Но прежде всего мы начнем с общепрофилактических подходов. Самое простое, банальное, это снижение массы тела. Мы далее еще поговорим подробно, но снижение массы тела на 1% от исходного, то есть если человек весит 100 кг и он худеет на килограмм, то степень тяжести апноэ может уменьшиться на 3-4%. Такая почти геометрическая зависимость. Но надо сказать, если человек будет набирать массу тела, то, соответственно, и степень тяжести будет прогрессивно нарастать. Следующее – это прекращение или ограничение курения. Дело в том, что это химическая травма глотки, отек, соответственно, снижение тонуса, и дыхательные пути могут спадаться быстрее. И, соответственно, длительное курение, особенно если где-то порядка пачки или более, это существенный фактор развития и прогрессирования храпа и апноэ сна. Здесь в идеале, конечно, подход основан на прекращении курения, хотя здесь палка о двух концах. Если человек прекращает курить, особенно если он много и долго курил, он потенциально может достаточно сильно набрать массу тела. И те или иные исследования показывают, что если набор массы тела больше, чем на 5% от исходного после прекращения курения, то нивелируется тот плюс, который был у человека, когда он бросил курить, как-то легче стало, но он набрал массу тела, и, соответственно, ситуация опять ухудшилась. И здесь обычно у нас подход такой: если человек и с ожирением, и курит, то сначала он должен похудеть, создать, скажем так, задел по снижению массы тела, застабилизироваться и только потом прекращать курение, а не наоборот. Потому что если человек с апноэ сна бросил курить, он может еще больше набрать, попасть в более тяжелую форму апноэ сна, а как мы уже говорили в предыдущих лекциях, там возникает порочный круг. Чем тяжелее апноэ, тем больше вероятность прогрессирования ожирения. И потом очень сложно с самим ожирением уже бороться после того, как человек прекратил курить и набрал массу тела. Таким образом, важно сначала снизить массу тела, потом прекращать курить. Что, может быть, сразу можно посоветовать, это не курить за 2 часа до сна, не курить в том помещении, где человек спит, и после последней выкуренной сигареты брать столовую ложку растительного масла, ну, может быть, оливкового, оно безвкусное, поэтому не противное, и тщательно пополоскать глотку. И особенно перед сном тоже, может быть, процедуру повторить. Это дело в том, что хорошо смывает вот те все смолы, которые осаждаются на верхних дыхательных путях, и в частности на глотке, и дают такой эффект отечности стенок. Ну и плюс еще некая смазка банально маслом способствует тому, что бьющиеся дыхательные пути меньше травмируются. Ну, как любые движущиеся и трущиеся детали, если так можно выразиться, да, соответственно, они меньше будут травмироваться, если они немножко смазаны растительным маслом. Очень важный аспект – это прекращение, если человек применяет, или недопущение назначения транквилизаторов и снотворных препаратов. Особенно тех, которые обладают подавляющим действием на активность мозга, такой снотворный собственный эффект. Он, с одной стороны, хорош тем, что мозг спит, но с другой стороны, мозг перестает контролировать тонус верхних дыхательных путей.
И, соответственно, они могут спадаться быстрее. И плюс еще часть препаратов, в частности бензодиазепиновые транквилизаторы, обладают миорелаксирующим или расслабляющим мускулатуру действием. И, соответственно, дыхательные пути расслабляются и также спадаются быстрее. Соответственно, крайне важно исключить прием снотворных и транквилизаторов, которые обладают вот таким респираторно-депрессивным и миорелаксирующим действием. Весьма важная задача – это ограничение потребления алкоголя. Как вы видите, 200 мл водки, принятые перед сном человеком массой 70 кг, ухудшают параметры дыхания на 50%. Более того, дело в том, что алкоголь, спирт, он переваривается с участием кислорода до СО2 и H2O, до воды и углекислого газа. А если мы ночью имеем тяжелую гипоксию, тяжелый недостаток кислорода, связанный с циклическими апноэ или хронической ночной гипоксемией, то начинают накапливаться недоокисленные продукты переработки, так называемые ацетальдегиды, которые фактически обладают токсическим действием. И получается, что если человек с тяжелой формой апноэ, то те же дозы алкоголя, которые, допустим, 5-7 лет назад он более-менее нормально переносил и переваривал, на фоне апноэ они недоперевариваются, так если можно выразиться, да, накапливаются недоокисленные продукты в виде токсических веществ ацетальдегидов, и фактически у человека с утра очень тяжелое состояние возникает, такое фактически отравление продуктами переработки алкоголя. Дальше, что можно еще посоветовать в плане такого ситуационного лечения? Обеспечить сон на боку. Обычно ситуация выглядит так. Сначала на спине появляется храп, потом храп уже в любом положении тела, но на спине появляются остановки дыхания. Соответственно, если положить человека на бок, то если при неосложненном храпе мы можем вообще устранить храп, если при апное, позиционные формы апноэ, мы можем существенно облегчить степень тяжести апноэ. Обычно это очень такая простая процедура. Мы берем футболку или какую-то ночнушку, пришиваем сзади между лопаток карманчик и туда кладем теннисный мячик. Соответственно, переворот человека на спину его банально немножко разбудит. А это такая, может быть, тактика не совсем лечебная, такой своеобразный локоть жены. Да? Но избегая положения на спине, мы можем существенно облегчить храп и существенно облегчить апноэ. Это, конечно, не должно заменять, в принципе, те или иные другие подходы, которые обладают лечебным воздействием. Но такое избегание ситуации, оно тоже может дать достаточно неплохой эффект. Важно в спальне обеспечивать нормальную, комфортную обстановку. Прежде всего, увлажнять воздух, если это очень сухо. А мы живем в континентальном климате. Более того, если отопительный сезон, то относительная влажность может падать до 30%, а то и ниже. А дыхательные пути в ответ на сухость реагируют такой защитной реакцией отеком слизистых. И, соответственно, нос начинает хуже дышать. Дыхательные пути также дополнительно суживаются. И это может утяжелять и храп, и апноэ. Поэтому используются такие ультразвуковые увлажнители. Ставится специальный приборчик, наливается вода, и он ультразвуком испаряет воду. Может быть, вы, коллеги, видели, когда стоит такой приборчик, дает взвесь белую такую. Да? Фактически этот прибор увлажняет воздух и может, если хороший прибор, вы можете прямо поставить влажность, которую он будет поддерживать, например, 60%. Это будет существенно такое положительное влияние на верхние дыхательные пути оказывать и, в общем, обеспечивать профилактику травмы дыхательных путей и отека дыхательных путей. Важно обеспечить в спальне гипоаллергенную обстановку, особенно если у человека отмечается аллергия, вазомоторный ринит, полинос, бронхиальная астма, то есть те или иные аллергические заболевания. Они ведь тоже дают отечность слизистых, нос хуже дышит, дыхательные пути отечны, и они, соответственно, могут чаще и быстрее спадаться. И здесь важно убрать из спальни все ковры и цветы, не пускать в спальню животных, обеспечивать влажную уборку спальни по возможности раз в день, использовать одеяла и подушки с гипоаллергенных материалов. Вообще, что касается подушек, если мы возьмем перьевую подушку плохо обработанную и посмотрим под микроскопом, мы увидим кусочки высохшего мяса, извините, как это не страшно звучит, да? Мы увидим клещиков, которые это мясо кушают, пухоедов,
там грибки начинают развиваться, и в частности такой грибок аспергиллюс, который дает выраженную аллергическую реакцию, может вызывать или усиливать бронхиальную астму. То есть, соответственно, подушки нужно, во-первых, выбирать качественные, во-вторых, их регулярно обрабатывать, стирать или так или иначе устранять возможность развития там различных процессов гниения или разведения различных, так сказать, представителей, если можно выразиться, живого мира, которые отрицательно могут влиять на здоровье спящего на них человека. Первым пунктом у нас было снижение массы тела. И здесь вы видите слайд, верхний ряд пациент весом 125 килограмм, вы видите, какая у него шея, практически по размерам не отличающаяся от головы. И обратите внимание, просвет дыхательных путей в спокойном состоянии при пробе Мюллера, при смещении вперед нижней челюсти, мы видим, как дыхательные пути практически спадаются. В то же время этот же самый человек, когда он на 23 килограмма похудел, мы видим, что просвет дыхательных путей увеличился практически в 3 раза. То есть, соответственно, в этой ситуации человек практически может излечиться от апноэ. То есть не облегчить ситуацию, а полностью выздороветь. И, в общем-то, это может быть самый физиологический путь лечения, потому что дальше мы будем говорить о хирургических методах, это фактически то или иное удаление тканей на уровне глотки. Да, это применение специальных аппаратов, с которыми человек должен спать, которые в социальном и психологическом плане, может быть, несколько трудно переносимы. Вот это самый правильный путь. Хотя, конечно, легко посоветовать, да, но достаточно сложно реализовать. Особенно, если пациент вошел в тяжелую форму болезни, апноэ сна, и у него так нарушился обменный фонд, что это само по себе провоцирует ожирение. И тогда мы реализуем программы снижения массы тела на фоне специфического лечения апноэ сна. Мы инициируем СИПАП-терапию, об этом отдельная у нас лекция. На этом фоне за месяц-два нормализуется гормональный фон и гораздо легче реализуются программы снижения массы тела. Мы даже проводили такое исследование, которое наблюдали пациентов в течение года. Так вот, если пациент с тяжелой формой просто говорил, что я буду пытаться худеть. Через год мы с ним встречались, и обычно он говорил, у меня ничего не получилось. Потому что пациент с тяжелой формой, ему хочется сидеть, спать и кушать. Вот 3 состояния. В то же время, если мы инициировали СИПАП-терапию, мы устраняли проблемы с насыщением крови кислородом, мы нормализовывали гормональный фон, у человека появлялась активность и желание что-то делать. Вообще интересный факт, что если человека в принципе лишать сна, то через несколько дней у человека теряется воля. То есть он ничего не может последовательно выполнять. И, соответственно, если он просто плохо каждый день спит и поставил для себя какую-то программу снижения массы тела, ограничения в диете, тренировки, то у него просто силы воли на это не будет. Но если мы инициируем СИПАП-терапию и нормализуем состояние, то у человека появляются жизненные силы и энергия реализовывать программы снижения массы тела. И здесь мы видим данные, собственно говоря, со ссылочным цитированием. То, о чем я уже, собственно, говорил, что долгосрочное наблюдение за пациентами показало, что снижение массы тела на 1% приводит к уменьшению индекса апноэ-гипопноэ на 3%, то есть частоты апноэ-гипопноэ в час. А обратите внимание, другая работа, снижение массы тела на 9-18%, сопровождалась снижением индекса апноэ на 30-75%, то есть от 1/3 и в 3 раза, если мы 75%, да, фактически улучшали состояние этих пациентов. Еще одна интересная деталь в плане лечения. Дело в том, что небо – это мышца, и небный язычок – это мышца. Когда среднестатистический человек говорит «а», открывая рот, мы видим, как небо сокращается практически в 3 раза. Напрягается небная занавеска, и небный язычок тоже подтягивается и значительно уменьшается. То есть это говорит о том, что нормальный тонус. Если мы у хронически храпящего человека увидим длинный такой, как сосиска, висящий язычок, и попросим его сказать «а», то он может вообще практически никак не измениться. Потому что хроническая травма дыхательных путей, хроническое биение небного язычка о стенки дыхательных путей десятилетиями приводит к хронической травме,
к замене мышечной ткани на соединительно-тканную рубцовую прослойку. То есть это небо как тряпочка висит, ну и, соответственно, бьется о стенки дыхательных путей. Соответственно, есть тренировка, позволяющая в определенной степени улучшать тонус неба. В общем, очень простое упражнение. Это нужно максимально выдвигать язык вперед и вниз, такая поза льва в йоге. На 2-3 секунды выдвинули, задвинули. 30-40 раз утром, днем и вечером. Второе упражнение, которое здесь изображено, это особенно у пациентов со смещенной немножко назад нижней челюстью, такой ретрогнатией помогает. Когда мы упираемся в нижнюю челюсть и давим ее назад, а соответственно выдвигаем ее вперед. То есть тренируем мышцы, смещающие вперед нижнюю челюсть. Дело в том, что если даже в расслабленном состоянии, но они тренированы, то они поддерживают определенный тонус и смещают эти структуры кпереди. Соответственно, увеличивается передний и задний размер дыхательных путей. Вот этот комплекс упражнений при неосложненном храпе, занятия в течение месяца, ситуацию могут облегчить на 50%. Вопрос только в том, что, как любые мышцы, пока мы их тренируем, пока они будут в тонусе и, соответственно, облегчать ситуацию. Бросим тренироваться, через месяц-полтора ситуация вернется к исходной. Ну, теперь, что касается фармакологического лечения. Существует масса препаратов, которые рекламируются и которые продаются в аптеках. Ну, начнем, допустим, со слипикса. Обратите внимание, препарат содержит масло мяты перечной, ментол, эвкалиптол и метилсалицилат. Фактически это те агенты, которые обладают местным тонизирующим, противовоспалительным и антисептическим действием. Собственно говоря, мы говорим об отеке слизистых в ответ на травму, уменьшается отек. Мы говорим о травме дыхательных путей, бьются дыхательные пути друг от друга, мы говорим, что их нужно смазать. Ну и последнее, это некий противовоспалительный эффект обеспечить, метилсалицилат, который, соответственно, тоже уменьшает отек. Метод вполне может помочь, но опять же только при неосложненном храпе. Если мы имеем средние тяжелые формы болезни, нужно четко понимать, что никакие фармакологические препараты не будут действовать. Более того, хочу сказать, что даже в инструкциях к этим препаратам прямо четко написано, что препарат не показан при апное сна. А иногда даже противопоказан. Но если точно подходить, не то, что мы как-то ухудшим ситуацию, мы просто не дадим у человека должного положительного эффекта. То есть, в общем, эти препараты, еще раз подчеркну, применяются только при неосложненном храпе. Ну вот, в частности, допустим, таблеточки такие гомеопатические от храпа Снорстоп, которые тоже обладают практически аналогичным действием, рассасываются они под языком в полости рта и тоже воздействуют таким же образом на глотку. Средства от храпа Silence тоже, в общем, опять же, если мы посмотрим, практически та же самая ситуация. Это смазывающий, такой немножко тонизирующий, немножко дубящий эффект на структуры глотки. Эти все препараты нужно применять курсом, обычно где-то 3-4 недели и, соответственно, несколько нарастающий у них эффект. Но, правда, после прекращения эффект может постепенно уйти и курс целесообразно через некоторое время повторять. Ну вот, пожалуйста, еще спрей от храпа Доктор Храп, тоже который имеется в аптеках. Ну, здесь масса вообще ингредиентов, но смысл, в принципе, действия практически аналогичный. Еще раз подчеркну, противовоспалительное, дубящее, смазывающее действие на уровне глотки. Следующий раздел будет посвящен внутриротовым приспособлениям, которые смещают вперед нижнюю челюсть. Ну, вы видите на слайде в правой колоночке, это немножко разные такие изделия. Они бывают от совсем простых, которые вы видите вверху. Фактически это специальный термолобильный материал, такая заготовочка, которая опускается в кипяток, становится мягкой, потом слегка остывает, одевается на верхнюю челюсть, а нижняя челюсть закрывается выдвинутой вперед. И в этом состоянии все застывает. И мы получаем, соответственно, слепок челюсти с выдвинутой вперед нижней челюстью. И когда человек потом перед сном одевает эту слепочек на верхние зубы, нижние зубы оказываются смещены кпереди, увеличивая передний и задний размер дыхательных путей, что особенно эффективно у пациентов с ретро-микрогнатией, то есть со смещенной назад маленькой нижней челюстью. Десятки таких разновидностей от разных производителей, от самых простых, которые вы видите здесь,
до, допустим, более сложных, вот которые, скажем так, некие дополнительные механические части имеют, или даже тех, которые специально выполняются индивидуально стоматологами. Но это уже речь может идти там, порядка там, о 40, 50, 60 тысячах рублей. То есть это уже достаточно сложные такие механизмы, которые вот специально компьютерно моделируются, потом на специально определенное расстояние выдвигаются, фиксируются. То есть, в общем-то, это достаточно сложные порой бывают изделия. Но это, кстати, такое отечественное изобретение, но оно официально называется устройство от храпа экстралор. Ну, обычно пациенты его называют соской. Ну, я хочу сказать, что, в принципе, если на нее посмотреть, то, в общем, в какой-то степени оно похоже на детскую соску. Да? Обратите внимание на левой картинке, на схеме, мы видим, что вот этот лепесточек касается языка внутри полости рта от внутриротового приспособления. Ну, производители говорят, что как-то фиксируется язык, но мне кажется, что здесь все-таки несколько иной механизм действия. Дело в том, что язык касается этого вот лепесточка, оказывается во рту инородное тело. А язык несет такую информационную исследовательскую функцию. Вот когда во рту оказывается инородное тело, он все время хочет его попробовать. Но когда нам, допустим, пломбу ставят, все время язык там как-то вот что-то пытается поисследовать. Соответственно, когда оказывается это инородное тело в полости рта спереди, язык выдвигается и хочет его немножко пощупать. И это увеличивает рефлекторно тонус мышц языка. И, соответственно, немножко смещение его кпереди. Соответственно, напрягается язык, напрягается небная занавеска, и храп уменьшается. Единственное, нужно сказать, что ну вот пациент у нас с этой соской спит. Может быть, не все могут вспомнить детство, да, потому что фактически как детская соска это выглядит. Когда можно применять? Можно применять при неосложненном храпе, опять же. Не очень хорошо, вернее, я бы даже сказал, противопоказано у пациента с носовой обструкцией. Почему? Потому что вы видите внешний ограничивающий контур, ну, чтобы ее пациент не проглотил. Но это некое затруднение движения потоку воздуха, если человек будет дышать через рот. А представьте себе, если нос не очень хорошо дышит, у человека ротовое дыхание, а тут стоит внутриротовое приспособление, которое, соответственно, мешает ему вдохнуть. Поэтому у пациентов с носовой обструкцией противопоказано применение этих внутриротовых приспособлений. Но в целом у пациентов с неосложненным храпом тоже можно применять. Если мы скажем в целом о внутриротовых приспособлениях, то прежде всего применяется при храпе и, возможно, при синдроме обструктивного апноэ сна до средней степени тяжести включительно. Ну и, соответственно, должно быть наличие ретромикрогнатии, то есть, соответственно, смещенные назад нижние челюсти, чтобы мы могли ее выдвинуть вперед и увеличить передне-задний размер дыхательных путей. Есть и некие определенные противопоказания. Но прежде всего это отсутствие собственных передних зубов и клыков. Дело в том, что мы ведь что делаем? Мы выдвигаем вперед нижнюю челюсть и ее так фиксируем. А она пытается вернуться назад. И возникает некое давление на верхние и нижние зубы. И, соответственно, если они не свои или их там нет, то мы не сможем зафиксировать нормально нижнюю челюсть, выдвинутой вперед. А во-вторых, мы можем расшатать просто эти зубы, которые, ну, допустим, или импланты, или пародонтоз у человека, которые не очень хорошо фиксированы в костных структурах. Ну и определенные какие-то воспалительные заболевания в полости рта, они могут тоже препятствовать проведению лечения. Осложнение – это гиперсаливация, то есть избыточная продукция слюны, боль в области височных нижнечелюстных суставов, опять же связанная с тем, что мы выдвигаем вперед нижнюю челюсть и немножко возникает нарушение конгруентности суставов. Ну и это расшатывание и дислокация зубов. Ну, если особенно так или иначе они исходно не очень хорошо фиксированы. По опыту, я так скажу, ну 50-50. 50% пациентов могут использовать, 50% не могут по тем или иным проблемам, но связанным с осложнениями от применения этих внутриротовых приспособлений. Ну и еще очень много зависит от социальной значимости проблемы. Если человек спит один, и храп ему не мешает, то и проблем нет. А если какая-нибудь однокомнатная квартира и беременная жена, которая говорит, что я завтра тебя выгоню из дому, да, то, наверное, соответственно, это будет дополнительная мотивация, может даже в ущерб несколько себе,
своему качеству сна применять это внутриротовое приспособление, чтобы облегчить сон рядом находящегося человека. Следующее, как еще можно ситуационно облегчить храп, это улучшить носовое дыхание. Вообще, мы еще будем говорить по хирургическому лечению, нормализация носового дыхания весьма важный аспект проблемы. Потому что когда как механизм дыхания происходит? Человек вдыхает, легкие расширяются, создается разрежение в дыхательных путях и засасывается струя воздуха. Если человек вдыхает через суженное отверстие, то, соответственно, нужно создавать большее разрежение и больше вероятность, что дыхательные пути сузятся и впадутся, если на уровне носа человек плохо или совсем не дышит. Более того, когда открывается, когда у нас в нормальном состоянии рот закрыт и язык в таком присосанном состоянии находится в полости рта. А когда рот открывается, язык начинает лежать свободно, особенно когда человек ложится на спину, он уходит назад и придавливает дыхательные пути. То есть обеспечение нормального носового дыхания – это важная задача у пациентов с храпом и с апноэ сна. Понятно, что можно это радикально оперативно решать, но в каких-то ситуациях возможно ситуационное применение. Это такие полосочки, они клейкие и пружинищие. Они приклеиваются на крылышки носа, пытаются распрямиться, разводят их и существенно облегчают носовое дыхание. Это никакие не медикаменты, их можно принять регулярно, не дают практически осложнений, но может быть гипоаллергенные. То есть я практически ни разу не видел, чтобы у кого-то вызывали раздражение, так сказать, на спинке носа. То есть весьма эффективно работают в плане ситуационного облегчения носового дыхания, ну и ситуационного облегчения храпа. Еще один такой подход, который можно реализовать в плане уменьшения проявлений храпа, это применение электрических и механических подбуживающих устройств. Но здесь два устройства приведены, опять же их десятки на рынке. Ну, допустим, Snore-Stopper – это специальные такие, как часики, ну вот фактически как у меня часы, да. Этот приборчик улавливает звук храпа и начинает подавать повышающейся интенсивности электрический импульс. То есть он фактически немножечко так подбуживает человека, соответственно, мозг переходит из более глубокого состояния в более поверхностное, начинает контролировать тонус глоточных мышц, и храп может облегчиться. Вопрос, когда их можно применять. Их можно применять только тогда, когда человек иногда храпит или, допустим, в определенном положении храпит. То есть, допустим, человек перевернулся на спину, появился храп, сработал аппаратик, слегка подбудил человека, но он взял, перевернулся опять на бочок. Ну или как-то, допустим, со стадиями сна, с глубокими связано. Да, это может выведить человека из глубокой стадии сна, не совсем разбудив, правда, то есть человек все-таки спит, но храп исчезнет. Но если человек постоянно храпит, или у него более того синдром обструктивного апноэ сна, то есть болезнь остановок дыхания во сне, то этот приборчик будет срабатывать все 100% ночи. Есть такое замечательное выражение: если вы не хотите храпеть, не спите. Да? Так фактически этот прибор будет постоянно вас подбуживать, и вы храпеть не будете. То есть если храп постоянный, то бессмысленно использовать этот прибор. И второй большой минус таких приборов, что если спят двое, а сосед тоже храпит, то храп соседа может будить человека, у которого одет этот браслетик. То есть получается, что храпеть будет сосед, а будить будет браслетик того человека, на которого он одет. В этой связи появились такие системы с распределенной детекцией храпа, вот которые справа картинка. Обратите внимание, здесь две пластины и два таких вот, собственно говоря, источника сигнала, ну или таких вот наручных носимых блока, и каждый срабатывает только от своей пластины. Таким образом, если пациент будет А храпеть, то именно его блок сработает. А если пациент Б храпеть будет, то блок пациента А не сработает. То есть фактически получается, что каждый этот браслетик отвечает за своего пациента на своей части кровати. Получается, что рядом могут спать два храпящих человека, но каждого будет срабатывать свой браслетик тогда, когда он захрапит. Собственно говоря, на этом мы закончили часть нашей лекции, посвященной общепрофилактическим мероприятиям, мероприятиям фармакологического свойства, механическим различным средствам, то есть всему тому, что
предшествует каким-то серьезным хирургическим вмешательствам или, скажем так, применением специального оборудования, которое предназначено для лечения средне-тяжелых форм.